видеоигры, в которые играют люди. Самые такие популярные это насилие. Эта игра страшная. Тут мертвые люди. Всем привет, народ! И сегодня мы снова посмотрим очередной репортаж на ТВ, где нам будет говорить то, что видеоигры убивают и они очень опасны. И опять же, этот репортаж месячной давности, и я бы сделал на этот репортаж месяц назад обзор, но, к сожалению, у меня была сессия, поэтому я немного опоздал. И да, я в курсе, некоторые другие ютуберы уже сделали обзор на этот репортаж. И само собой, это меня не остановит, потому что обзоры на ТВ-передачах, где говорят, что игры убивают, это как раз таки одна из основных моих рубрик. Смотрите, как много у меня видосов. Да и на ютубе сотни миллионов пользователей, и я уверен, что некоторые еще не видели этот обзор, включая некоторых моих подписчиков, поэтому я это делаю для них. Что ж, давайте посмотрим. Что может быть серьезнее наркомании и алкоголизма? Ну, только игромания. Что может быть серьезнее наркомании и алкоголизма? Игромания. Простите, вы сейчас на полном серьезе заявили то, что игромания намного хуже, чем алкоголизм и наркомания? То есть вы хотите сказать, что алкоголизм, который убивает клетки мозга, и когда ты пьяный делает тебя вообще неуравновешенным, ты можешь под машину прыгнуть или может вообще кого-то убить, и вы хотите сказать, что это намного безопаснее, чем игромания, когда ты просто сидишь дома и играешь в видеоигры за компьютером. И сейчас я даже молчу о наркомании, ведь один укол может вызвать передоз, и все, ты откинешься. И я даже не буду говорить о пагубных эффектах, которые возникают при наркомании. И вы все равно утверждаете то, что алкоголизм и наркомания намного безопаснее и менее вредная, чем игромания? Я не знаю, что на это ответить. Ну, типа, у меня просто нет слов. Ставь лайк, если не согласен с ними. Я хз, в любой непонятной ситуации проси лайки. Так давайте оградим детей от этой напасти. Сегодня же мы и выясним, нужно ли запретить компьютерные игры несовершеннолетним, да или нет. Офигеть, они сейчас взяли и просто обобщили все видеоигры. Они вообще в курсе, что есть возрастные ограничения, есть игры для детей, есть для подростков и так далее. Есть множество детских обучающих игр. И если вы сейчас запретите видеоигры всем, кому не исполнилось 18, то в чем смысл будет этих образовательных видеоигр, если они будут запрещены для детей? Вы думаете, что люди, которым исполнится 18, будут играть в игры, где тебя учат считать или азбуку учат? Это реально очень тупой вопрос. Нужно ли запрещать компьютерные игры до 18 лет? Очевидно, что в общем нельзя запрещать видеоигры. Но да, я соглашусь, что есть видеоигры, которые лучше запретить именно детям, не подросткам, детям играть. Тут я согласен. В остальном это очень тупой вопрос. Хотя почему я удивляюсь после того, как я услышал, что они сказали в начале? Ну вот когда подросток начинает пить или курить, тут же говорят, попал под влияние дурной компании. А что же говорить и кого винить, когда ребенок стал когда он уже попал в эту самую игровую зависимость? Знаете, это реально интересный вопрос, и я надеюсь, они нам на это ответят. Кого же винить? Родителей? Может быть, компьютер? А может, продавцов видеоигр? А может, разработчиков видеоигр? И знаете, я думаю, будет лучше, если вы такие передачи будете делать под запись, а не на прямом эфире. Когда он уже попал в эту самую игровую зависимость. Ученые провели любопытный эксперимент. Утятам, которые только что вылупились из яйца, показали игрушечную машинку. В итоге весь выводок бегал гуськом не за мамой уткой, а за игрушкой. Подождите, вы сейчас сравнили людей с утятами? Вы сейчас серьезно? Окей, ладно, хрен с этим. Но тут есть маленькая проблемка. Утята секунду назад вылупились, и единственное, что они увидели, это игрушку, которая ездит. Само собой, они будут за ней ходить. Но проблема в том, что вы сравниваете этих утят с детьми и подростками, не с младенцами. Как бы ребенок в лет 10 уже достаточно сообразительный, и я уже молчу про подростков 16 лет. Это очень тупое сравнение, потому что тогда нужно сравнивать уже утят, которые только что родились, с младенцами. Но я не думаю, что младенцам будут давать компьютер, особенно когда у них почти зрения нету, они ни хрена не видят, если вы не знали. И я даже не говорю о том, что люди более разумные существа, чем утята. У утят, возможно, даже в ДНК заложено ходить за мамой, то есть за тем, что они увидели первые, что движется, то они считают матерью. Как бы было много случаев, когда утята считали матерью не утку, а то, что увидели раньше. Крики, истерики и даже драки. Так школьники выражают свое недовольство, если родители решили вдруг запретить играть в компьютерные игры. А за жесткими мерами, как правило, следует не менее жесткая реакция. В смысле? Офигеть! Они не вставили Сашу Фокина.
Вау, это первая передача про видеоигры, где не вставили Фокина. Так уж и быть, вам за это полагается медалька. Вот, держите. И знаете, мне кажется, то, что они показали, это уже какой-то стереотип насчет детей, которые играют за компьютером. Что якобы, если им запретить играть на компьютере, то они сразу же впадают в такую яростную истерику. Поведением своего сына серьезно обеспокоена Ирина Калиева. Там говорю, что пора там делать уроки, условно говоря, или там предлагаю заняться какими-то вообще другими делами. Да, то есть я вижу неохоту. Неохоту, капризы, да, вот еще немножко, еще 5 минут. Но расставаться с любимыми персонажами Григорий не намерен. Вы в курсе, что он играет в Майнкрафт? Какие там любимые персонажи? Стив? Крипер? Может, Спрут? Цель занять первое место, то есть убить всех 100 игроков. Так, погодите, вы же показывали, что он играет в Майнкрафт. Почему сейчас он говорит про PUBG? И вообще, какие могут быть любимые персонажи в PUBG? Мне кажется, эти игры развивают интеллект и мышление, думать, соображать. Знаете, у меня ощущение, как будто эти репортеры навязывают стереотип о том, что смотрите, какие отсталые игроки в компьютерные игры. Смотрите, мы задали так четко вопрос, а шестиклассник, который играет в видеоигры, не может на него нормально ответить, потому что мы не дали ему сценарий. Это реально забавно смотреть, как репортеры зачитывают заранее заготовленный сценарий и вопросы, а потом человеку задают этот вопрос, и у человека нету сценария, ему приходится на ходу придумывать, что сказать. И само собой, он будет иногда тупить. Будь это репортаж на любую другую тему, никто бы не обратил внимания на то, что этот школьник запинается. А это репортаж про видеоигры, и они показывают, что смотрите, как отупляют видеоигры. Школьник не может составить 2 предложения. Хотя, если вернуться на пару минут назад, то можно заметить, как ведущий не может зачитать готовый, записанный для него сценарий. А что же говорить и кого винить, когда ребенок стал когда он уже попал в эту самую игровую зависимость? Это что, получается, репортер тоже геймер? Развивать интеллект с помощью игр действительно можно, убежден учитель информатики Роман Свирин. О, кажется, нормальный мужик. О, вот это я понимаю, учитель информатики. Только в них нужно не играть, их нужно создавать. О, кажется, я немного переоценил этого преподавателя информатики, но тоже неплохо. Он действительно прав, это развивает логику. Но поверьте мне, я учусь на 3-м курсе программирования, это нереально сложно. А представьте, что будет, если заставлять ребенка учить язык программирования. Это перерастет с развития просто в ненависть к программированию. Если ему это не понравится, то не стоит его заставлять. И это, кстати говоря, касается не только программирования, а, к примеру, любого школьного предмета. Если заставлять ребенка учить тупо геометрию, чтобы он на отлично сдавал, все знал, то это может перерасти в ненависть. Но вернемся к видеоиграм. Этот учитель информатики сказал, что нужно создавать видеоигры, а не играть в них, чтобы развивать хоть что-то. Здесь я не согласен, потому что видеоигры также могут развивать, когда ты в них играешь. К примеру, есть игра The Witness, там очень сложные головоломки, которые развивают логику и мышление. А те же шутеры развивают реакцию, и это вроде бы научно доказано даже. Но знаете, от чего я больше всего офигел? В конце года его семиклашки должны написать свою компьютерную игру. Но для этого, правда, придется потрудиться. То есть, учитель информатики заставляет детей написать им игру до конца года. Но есть маленькая проблема. Может, не все хотят стать программистами. Зачем им давать такое обязательное задание? Возможно, они не хотят становиться программистами, они хотят стать, не знаю, врачами или кем-то еще. Им совершенно не нужно это программирование. Это как бы урок информатики, а не программирование. Я думаю, кому-то будет достаточно базовых знаний информатики. По статистике, среди 1000 игр большинство геймеров выбирают те, где можно победить, только убив всех врагов. Именно этот факт больше всего и беспокоит психологов. В смысле? А как же Dota, где нужно уничтожить трон, а не убить противников? А как же CS, где нужно разминировать иногда бомбу или спасти заложников? Там не обязательно нужно всех противников убивать. И я даже молчу про видеоигры, такие как GTA 5, Евротрек Simulator 2, которые находятся в топе игр, в которые больше всего играют. Тот же Football Manager 2019 входит в этот топ-10. И это еще неизвестно, сколько людей играют сейчас в Hearthstone, в Minecraft, DayZ, Rust. Во всех этих играх не нужно убивать всех противников, чтобы победить. Проблема в том, что очень мало видов многопользовательских игр. Их можно по пальцам пересчитать. Моба-игры, соревновательные, где команда на команду, там в любом случае тебе придется победить другую команду. Или же карточные, или выживание. Все.
Людям нравятся многопользовательские игры, и они играют в те, которые есть. Но, похоже, единственный способ обезопасить себя – это отказаться от компьютера. А ведь, по мнению ООН, доступ к интернету – это неотъемлемое право каждого человека. Серьезно? Полностью отказаться от компьютера и интернета? Ну, удачи тебе, удачи. Я бы посмотрел на репортаж, который записан без использования компьютера и интернета. Ведь без компьютера ты не сможешь сделать красивый переход, ты не сможешь сделать спецэффекты, да ты даже банально не сможешь склеить видео. Ну вот, кстати, для защиты от неподобающего контента одна китайская компания запустила любопытный проект. В гаджеты встраивается специальная функция, и с ее помощью родители следят, как ребенок использует интернет и сколько времени он там проводит. Вообще-то это называется родительский контроль, и это уже давно используется. И, кстати говоря, это не какая-то специальная функция, которая встраивается в телефон. Это банальное приложение или даже часть приложения, к примеру, антивируса. У большинства антивирусов есть родительский контроль. 0 плюс 6 плюс 12 плюс 16 плюс 18 плюс... Нет, не надо складывать эти числа. Это не пример, а возрастная классификация компьютерных игр. Оу, а вы раньше не могли сказать мне это? И насколько безобидны игры с рейтингом 6+. Проверим. Дано. Один эксперт, несколько самых популярных игр и один не самый уверенный пользователь ПК. Мне кажется, вывод очевиден, потому что нам показали, что она будет играть в PUBG, Fortnite, CS и даже Minecraft. Среди популярных возрастного ограничения нет разве что у игры FIFA, симулятора футбола. Там нет даже намека на жестокость, поэтому если ваш ребенок бегает за виртуальным мячиком, переживать не за что. Скажите это 68% людей, которые проголосовали за то, что игры до 18 лет нужно запретить. В принципе, они сейчас это как раз таки и сделали. И стоп, подождите, у сценариста что, биполярка или чё? Сначала вы утверждаете, что все видеоигры опасны, и чтобы себя уберечь, нужно полностью отказаться от компьютера. Единственный способ обезопасить себя – это отказаться от компьютера. А затем почти в конце передачи вы говорите вот это. Поэтому если ваш ребенок бегает за виртуальным мячиком, переживать не за что. Это, как по мне, тупо и довольно-таки странно. И тогда очевидно, что правильный ответ на ваш вопрос, нужно ли запрещать компьютерные игры до 18 лет, нет, не нужно. Вы сами ответили на этот вопрос, потому что вы только что сказали, что ребенок может играть в футбол, а это компьютерная игра. Вон рыбки плавают. Можно Я могу с ними взаимодействовать? Да, можно их попробовать ударить, добыть из них рыбу. Чувствуете, как повысилась степень жестокости? Это игра с возрастным ограничением 6+. В игре Minecraft можно строить свой мир, но иногда в этом мире появляются монстры, их нужно убивать. Но вообще-то в игре есть мирный режим, где не будут появляться эти монстры. Это во-первых. А во-вторых, почему вы затронули только отрицательную часть игры, мол, там можно кого-то ударить или убить? А как же то, что в игре есть творческий режим, где ты реально можешь заняться творчеством? Ну, камон, я бы назвал это целое искусство. Но нет же, нужно сказать, что там нужно убивать. Ой, опасная игра, запретите Майнкрафт. Если они такое про Майнкрафт говорят, то я боюсь представить, что они будут говорить про Fortnite, PUBG и CS. А мы тем временем запускаем Fortnite с рейтингом 12+. Ну не надо за мной бежать. Я тебя трогала разве? Суть игры – выжить на острове, в том числе за счет уничтожения других игроков. Это все-таки игра об убийствах, вот, но на 12+, поскольку здесь люди не то чтобы умирают, а вот их просто, у них они устают, сильно их переносят таким неким дроном. Лол, я об этом даже не знал, офигеть. Теперь буду знать, что в Fortnite никто не умирает, они просто устают. А вот в игре PlayerUnknown's Battlegrounds с рейтингом 16+, дети уже видят кровь, но от вас мы ее спрячем, у нашей-то программы 12+. По нам уже кто-то стреляет из пистолета и нас убил сразу. Я даже не начала. Здесь стрельба из реального оружия, то есть из аналогов, то есть там АК-47, М16. О, ужас, в игре есть оружие АК-47, возрастное ограничение всего 16+. И чё? У нас в школе был предмет захист витчизны, нам в 16 лет автоматы давали разбирать, собирать, мы держали реальные автоматы. И мы ходили еще на стрельбище стрелять, 16 лет, вау. А вы тут жалуетесь то, что в игре виртуальное оружие есть. Я уже даже молчу про телевидение, где каждый день показывают какой-то боевик или драму, но там опять же фигурируют оружие, пистолеты, убийства и так далее. И ничего, да, по телеку показывают сериалы, детективы, где кто-то умирает, кого-то убивает. А тут игра, у которой возрастное ограничение 16+, и там есть реальное оружие.
Ужас какой. А готовы сыграть по-взрослому? Я нет, но придется. Последняя на очереди Counter-Strike с рейтингом 18+. Наведите прицел вот сразу в дверь, вот стреляйте. Чем эта игра отличается от предыдущей, не совсем понятно. Елисей говорит, в ней сцена убийств более реалистичная, но разве мертвые люди не везде выглядят одинаково страшно? Что это за блюр на прицеле? Зачем они размыли полностью прицел? И ладно бы они просто заблюрили кровь или труп, но зачем тупо размазывать прицел и противников? И причем секунду назад вы показывали, как оружие стреляли в противника, и там не было никакого размытия. И опять же, вы говорите про трупы. Елисей говорит, в ней сцена убийств более реалистичная, но разве мертвые люди не везде выглядят одинаково страшно? Нет, в сериалах они намного реалистичнее трупы, потому что там реальные люди. А если еще хорошо загримировать, то не отличить от реального трупа будет. И причем люди не могут контролировать то, что вы показываете. Вы сами решаете, что показывать, что нет. Видео и игры на компьютере хотя бы можно контролировать, в отличие от вашего канала, который непредсказуем. Тебе приходится брать и смотреть телепрограмму. Ну, написано там мелодрама какая-то. Ну окей, ладно, не страшно. Ребенку, думаю, можно посмотреть там драма, плачут и так далее, разбитое сердце. А тут бац, и убийство в этом сериале. И там труп тоже есть. Ну и само собой, его убили с оружия, и у него пошла кровь. И что вы будете делать? Ребенок увидел кровь, оружие, смерть, труп. И в этом виноваты вы будете. Ведь вы перед показом сериала не говорили, что нужно убрать детей от экрана, нет? Нет. Значит, вы виноваты. На самом деле эта игра страшная, потому что когда вот так вот в тебя выходят, это пугает. Кстати, да, у меня такое частенько бывало, когда ты вообще не ожидаешь там увидеть противника, потому что ты уверен, что там никого не может быть, и там резко чувак выходит из-за угла. Это реально пугает. Хотя Елисей считает, основная проблема такой игры даже не в сценах насилия. В ней есть чат, в котором общаются игроки. Пошел в жопу. Пожалуйста. Ну и в чем проблема? Он культурно послал в жопу. Пожалуйста, он сказал волшебное слово. В чем проблема? И это самое безобидное высказывание, которое мы услышали во время игры. Кстати, такой же голосовой чат есть и в Майнкрафте, а там рейтинг всего-то 6+. Голосовой чат есть и в Майнкрафте. Я, конечно, давно не играл в Майнкрафт, и причем я играл не в последнюю версию, но я что-то не помню, что в Майнкрафте был голосовой чат. Ну ладно, давайте же посмотрим, какие результаты опроса. Нужно ли запретить игры до 18 лет? Да, большинство, 75% наших зрителей говорит, да, никаких игр до 18 лет. Знаете, почему-то я не удивлен такому результату. Ну, может, потому что я знаю аудиторию, которая смотрит такие телепередачи. Ну, ладно, ребята. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока.